Street Legal Racing Redline — это элитный симулятор уличного гонщика, вышедший еще в 2003 году, но до сих пор остающимся в своем роде непревзойденным. Только в SLR вы могли купить поддержанный Red One на последние деньги, снять с него весь салон и установить турбину, чтобы выжать из едва дышащего движка лишние 50 лошадиных сил и отыграть лишние 0,14 секунд на квотере. Только здесь вы могли собрать свою машину по крупицам, затем отправиться в открытый город, принять участие в заезде и одним неосторожным движением руля разбить вдребезги свою тачку, завершив при этом карьеру. Хотя Redline вышел еще до первого андерграунда, но уровень его реализма в жанре стритрейсинга до сих пор никто не смог превзойти. Все возможные симуляторы механика и песочницы типа My Summer Car — это даже не гоночные игры как таковые, поэтому они не в счет. Единственное, чем страдал SLR, это большое количество багов, которое преследовало игру даже после выхода всех патчей. А уж если установить различные фанатские сборки с десятками автомобилей и тысячами запчастей, то ворох различных глюков и вылетов вам обеспечен. Разработавшая его венгерская студия Invictus ударилась в мобильные проекты, и продолжение SLR мы так и не увидели, но это скоро будет исправлено. Игра Apex Point — это инди-проект, который сейчас находится в раннем доступе. Разрабатывает игру французская студия Apex Studio. Мы пообщались с Кургербингом, молодым 18-летним комьюнити-менеджером студии, и узнали некоторые детали о разработке. Все началось, когда 4 молодых людей, бывших модеров, решили объединиться для работы над новой гоночной игрой. В их числе Кургербинг, Мо, Рэмбо и Дрифтманки, известный по своим масштабным модам для SLR, World Racing и других гонок. Вскоре к ним присоединились Яши, Амрис, Джош и Адития. Инициатором проекта стал Мо, а разработка началась в конце 2017 года. Студия получила свое название Apex Studio в 2019 году. На данный момент в ее составе 8 человек, работающих удаленно. Своего офиса, как это часто бывает в инди-проектах, у разработчиков нет. Что удивительно, изначально ни у кого не было идеи создавать наследника SLR. Когда Мо и его команда работали над гоночными проектами, к ним попал некий ассет, то есть набор ресурсов для движка Unity, с которым можно было создать симулятор автомеханика. Сами же разработчики больше фанатели от серии Tokyo Extreme Racer, вышедшей в 1999 году на Sega Dreamcast и являющей собой симулятор японских уличных гонок на скоростных загородных шоссе. Поэтому в Apex Point чувствуется японский стиль во всем, от автопарка до города, в котором происходит действие. В качестве прототипа для города выбрали Токио. В игре попытались воссоздать реалистичную физику благодаря технологии Vehicle Physics Pro, и поведение машины в игре напоминает таковое в SLR. Некоторые вещи, впрочем, пришлось изменить в угоду играбельности. Например, фургончик в игре сделан более устойчивым, чем в жизни. Пока в игре нет модели повреждений, поскольку разработчики временно отключили ее из-за технических вопросов. Но игрокам не стоит переживать, все будет. Поскольку автомобили в игре не лицензионные, хоть и очень похожи на настоящие, никто не сможет запретить вам разбить в щепки вашу кормилицу, точно так же, как и в SLR. Игра на данный момент находится на версии 0.29, что объясняет малое наличие контента. Здесь пока нет не то что карьерного режима, но даже искусственного интеллекта соперников, а все гонки на данный момент только на время. Из типов гонок пока есть дрифт, драг и кольцевые гонки. Конечно, несмотря на большое количество времени и сил, затраченных на разработку, у авторов еще длинный путь впереди, но никто из них не спешит, ведь их цель — сделать каждую мелочь качественной. А после релиза финальной версии никто не запретит модерам сделать из нее просто конфетку с сотнями автомобилями и запчастей и новыми локациями. В общем, все по старому проверенному рецепту SLR, только без багов и на современном движке, и будем надеяться с мультиплеером. Сейчас игра стоит в Steam 435 рублей. Будьте внимательны с системными требованиями. Если у вас видеокарта ниже указанных GeForce GTX 750 Ti или Radeon R7 360, то с покупкой спешить не стоит. А вот с Windows 7 проблем не возникает.